Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии компания Rheinmetall и MBDI Deutschland начали разработку высокотехнологичной оборонной системы. Финансирование идет от федерального правительства Мерса, при этом проект вызывает дискуссии о стоимости и приоритетах безопасности. Одновременно высокие счета за электроэнергию остаются в Германии одними из самых дорогих в Европе. Правительству Мерса приходится искать баланс между тарифами, инфраструктурой и социальными последствиями для населения и бизнеса. И это еще не все. Зимний коллапс на железных дорогах парализовал движение поездов Deutsche Bahn. Федеральные власти требуют реформ и смены управленческой модели главной железной дороги Германии для предотвращения повторения кризиса. И еще, немецкая промышленность бьет тревогу из-за дорогой энергии, налогов и бюрократии в стране. Компании фиксируют перенос производства за границу, экономическое давление Европейского Союза и международная конкуренция со стороны США и Китая усиливает риски для экономики Германии. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Германия делает крупный шаг в сфере безопасности. Компании Rheinmetall и MBDI Deutschland начали работу над созданием лазерной технологической системы, которая должна быть готова уже к концу 2029 года. Это не эксперимент, а практически государственный проект, направленный на развитие технологий защиты от современных технических рисков, включая беспилотные и высокоточные системы. Проект получил финансирование от федерального правительства Германии в рамках программы модернизации армии. Лазерная система будет устанавливаться на специальные платформы и предназначена для технологического воздействия на разные объекты на значительной дистанции, недоступной для классических средств. Конкретная величина бюджета остается под грифом секретности, но источники в оборонном секторе говорят о многоцифровых миллионах евро инвестиций. Это решение стало предметом активных разногласий внутри политического пространства. С одной стороны, правительство Фридриха Мерца и Министерство обороны считают, что инвестиции в новые оборонные технологии важны для обеспечения безопасности Германии и партнеров на фоне сложной международной обстановки. Лазерные технологии рассматриваются как перспективный элемент будущих систем безопасности, позволяющий снизить зависимость от расходных ресурсов и оптимизировать затраты. С другой же стороны, оппоненты в Бундестаге и гражданские активисты прямо заявляют, что сегодня это слишком дорого, не проверено в реальных боевых условиях и может стать фактором давления, который способствует усилению международной технологической конкуренции. Они указывают, что традиционная система ПВО уже стоит немалых денег, и вложения в лазеры могут отвлекать ресурсы от социальных программ и инфраструктуры. В Брюсселе эта инициатива тоже вызвала обсуждение. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразила поддержку модернизации оборонных возможностей союзников, но добавила, что вся техника должна соответствовать стандартам безопасности ЕС и НАТО, чтобы избежать эскалации и непредвиденных технологических рисков. Проект лазерного комплекса Германии идет по графику. К 2027 году ожидается испытательный образец, а к 2029 году, как я сказал, система должна поступить на вооружение. Это означает, что в ближайшие годы усилится международное технологическое соперничество между странами, которые также разрабатывают подобные решения, включая Соединенные Штаты Америки и Израиль. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии снова резко обострилась тема дорогого электричества. И на этот раз обвинения звучат не от политиков, а именно от руководителя энергетической компании, который прямо говорит, что высокие счета за свет – это не случайность и не рыночная какая-то магия, а результат конкретных решений и интересов. Суть проблемы проста. Производить электроэнергию в Германии стало дешевле, особенно за счет солнца и ветра, но счета для людей бизнеса почти не снижается. Вопрос – почему? Потому что основная часть цены – это не само электричество, а именно плата за доставку по сетям, налоги и обязательные надбавки. Энергетический менеджер объясняет это так. Даже если электричество на бирже стоит дешево, потребитель все равно платит за пользование сетями, а эти сети контролируются крупными энергетическими концернами. Уйти от них невозможно, так как провода одни на всех. Таким образом, производство дешевеет, а плата за сети и сборы растет. И, конечно, цена для людей, нас с вами, остается одной из самых высоких в Европе. Пример для понимания. Немецкая семья может платить около 35-40 центов за киловатт-час, тогда как во Франции или Испании заметно меньше. При этом разница не в том, что немцы хуже экономят, а в том, как устроена система ценообразования. Именно здесь возникает принципиальное расхождение позиций. Энергетические компании утверждают, что без высоких сетевых сборов нельзя поддерживать саму инфраструктуру. Критики же отвечают, мол, людям все равно, как вы это называете. Им приходит счет, который они не могут оплатить без стресса.
Политическое напряжение растет, канцлер Германии Фридрих Мерц уже сталкивается с давлением со стороны бизнеса и домохозяйств, то есть дорогая энергия бьет по промышленности, по рабочим местам и по семейным бюджетам. Особенно это чувствуют малые предприятия, такие как пекарни, кафе, мастерские, где, как вы понимаете, электричество составляет значительную часть расходов. На уровне Евросоюза проблему признают, но решения пока нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о необходимости реформы энергетического рынка. Однако на практике каждая страна защищает свои энергетические концерны, и реальных изменений люди пока не видят. Поэтому нам с вами сегодня стало понятно, что электричество в Германии дорого не потому, что его сложно произвести, а именно потому, что так устроена система. То есть с монополиями, обязательными сборами и политическими компромиссами. И пока эта система не меняется, счета для нас с вами будут высокие, и это независимо от солнца, ветра и красивых лозунгов. Следующая новость вызывает обеспокоенность. Серьезные сбои в работе железных дорог Германии этой зимой стали политической проблемой. После снежного хаоса, который на дни вы видели, парализовал движение поездов Deutsche Bahn немецкой железной дороги, федеральный министр транспорта потребовал жесткого разбирательства. Поезда между Берлином, Гамбургом и Руром массово отменялись, люди были вынуждены оставаться на вокзалах, а транспортная система фактически перестала справляться с нагрузкой при минусовой температуре. И это ключевой момент, так как власти больше не принимают объяснения «неожиданная зима». В Германии мы с вами знаем, что зима бывает каждый год. Проблемы именно в изношенной инфраструктуре, нехватке резервов локомотивов, плохом управлении и хроническом недофинансировании. Железная дорога годами экономила на обслуживании стрелок, кабеля и сигнализации, и сегодня расплачивается своей репутацией. Канцлер Фридрих Мерц использует ситуацию как повод для давления. Его позиция состоит в том, что Deutsche Bahn должна перестать быть черной дырой для бюджетных миллиардов и начать отвечать за результаты. В Берлине все громче говорят о смене управленческой модели и персональной ответственности руководства компании. Но конфликт выходит за рамки Германии. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен, как глава Еврокомиссии, настаивает на общеевропейских климатических и транспортных правилах, которые требуют от железных дорог дополнительных расходов и бюрократии. В Берлине отвечают жестко. Ведь когда поезда не ходят, пассажирам не важны отчеты и стратегии, им нужен работающий транспорт и точка. Вот вам пример, который прямо на поверхности. Германия вкладывает миллиарды в зеленые цели. Но стрелки-то замерзают, а диспетчерские системы не справляются с нагрузкой. Поэтому для команды Мерса это доказательство перекоса. Деньги уходят сегодня в регламенты, а не в рельсы и провода. Теперь вопрос сформулирован четко. Либо Deutsche Bank проходит сложную реформу, либо каждый следующий серьезный снегопад будет снова вызывать масштабное общественное обсуждение в Германии. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Германия оказалась в сложной экономической ситуации. Ведущая бизнес-ассоциация страны, немецкая торгово-промышленная палата, предупреждает о признаках ускоряющихся структурных изменений в промышленности. С 2019 года промышленность потеряла внимание. Около 400 тысяч рабочих мест. А только в 2025 зафиксировано более 1600 банкротств промышленных компаний. И это рекорд, кстати, за последние 12 лет. Компании называют основные причины – это дорогая энергия, высокие налоги и сложные бюрократические процедуры. Все это делает производство в Германии дорогим и медленным, и многие предприятия переносят свои заводы за границу, где условия намного проще. Экономика страны замедляется, немецкая торгово-промышленная палата прогнозирует рост ВВП всего лишь на 0,7% в 2026 году, а только 15% компаний ждут улучшения ситуации. На самом деле это очень низкий показатель доверия бизнеса к власти. Ситуация имеет и политическое изменение. Канцлер Фридрих Мерц признает проблему и обещает снизить нагрузку на бизнес, упростить правила и поддерживать промышленность. Но пока реальные изменения как бы задерживаются. При этом Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, настаивает на жестких климатических и энергетических стандартах для всей Европы. Для Германии это значит новые расходы и дополнительные ограничения, что и усиливает давление на сами компании и бизнес. Примеры уже очевидны. Сегодня предприятия сокращают смены, откладывают модернизацию или переносят производство, как я сказал, за границу. Немецкая торговая промышленная палата предупреждает, что если ничего не изменить, Германия может потерять статус ведущей индустриальной промышленной экономики Европы. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.